Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сейчас у нас конец сентября. Пчелки уже потихоньку начинают образовывать клуб. Ночные температуры постепенно снижаются. И, в принципе, пришла пора. Вот у меня тут остался один такой ящик летний. Толщина стенки тут в этого ящика 2 сантиметра. Вот. 2 сантиметра. Ну, могут перезимовать они здесь. Ну, как бы, я все-таки решил эту семью, семейка тут слабенькая, пересадить вот в этот улей. Там у меня тоже, с одной стороны, есть тоже слабая такая семейка. Но если тут толщина стенки 2 сантиметра, то тут сейчас вот замеряем сколько. Вот. Толщина стенки здесь 7 сантиметров. Улей этот многослойный, утепленный. Поэтому, конечно, более комфортно перезимовать этой семейке на воле будет в этом улье. Но тут будут немножко проблемы, которые я, в общем-то, сейчас покажу. Значит, какие сложности здесь у меня будут? Ну, первое. Улей этот 20-рамочный. То есть, в принципе, много места здесь слева и справа, если я по центру поставлю перегородку, не будет. И надо будет, первое, организовать очень плотно, чтобы стояла эта перегородка, чтобы не было там у них ни малейшей дырочки, чтобы они могли пройти. И второе, хорошо организовать вентиляцию, чтобы не застаивалась там влага. Вот, ну, сейчас буду делать и попробую показать и посмотреть. Так, снимаю вот эту верхний такой холстик. Так. Ну, тут, конечно, они немножко будут волноваться, придется их немножко дымом. Вот. Тут у меня маточка в клеточке, потому что она продолжает дальше сеять. И я посадил эту маточку в клеточку. Вот. Через неделю я ее выпущу. Вот, ну, здесь, конечно, много вот лишних рамок получается, поэтому придется какие-то рамки убирать, ставить перегородку. Ну, сейчас это все будем делать. Значит, для начала мне надо освободить здесь место, чтобы поставить перегородку. Вот, потом перебрать эту семью, оставить те рамки, которые пойдут в зиму, и потом уже будем перемещать вот эту семью, которая в ящике. Здесь пойдет семья зимовать на 6 рамках. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я их тут немножко скомплектовал уже. Вот эта рамочка, она еще с расплодом. И тут еще маточка даже сеет. Поэтому эту рамку я пока поставлю сбоку, а потом уберу. А вот эти 3 рамочки надо будет их сейчас уже убирать. Поэтому, ну что, сейчас мы их немножко поднимем. Будем убирать. Ну, такая, конечно, тут и мед есть, медовая такая, но опять же она вот как-то мед тут расплод был не внизу, а как бы сбоку. И ну, такую рамочку, что ж, вот здесь будет формироваться клуб, и здесь до верха очень маленькое расстояние. Поэтому такая рамочка, конечно, она уже пойдет на весеннее развитие. Вот такая рамочка, тут расплод вышел, она совсем легенькая. Вот то же самое для весны очень хорошая рамочка будет. А сейчас, конечно, сейчас она надо ее убирать. Так, вот здесь был еще расплод. Сейчас посмотрим, вышел он здесь или нет.
Ну, вроде вышел расплод. А, вот еще пятачок расплода. Еще есть пятачок расплода. Но я ее все равно пока уберу. Если у меня будет место, я ее потом поставлю. Если нет, придется этим расплодом пожертвовать. Посмотрим еще. Сейчас. Вот если место останется, мы ее сбоку поставим где-то. Вот, а пока... Так, тут остаются вот эти 6 и седьмая вот эта, которая тут еще расплод есть и засев еще есть. Так. Остальное пока убираем. Так, тут у нас маточка в клеточке. Ну, пока ее в сторону сюда. Пусть там пока. Так, сейчас вот посмотрим эту последнюю рамочку. Вот такая рамочка. И тут вот еще расплода сколько. Еще закрытого. Ну и я же говорю, тут маточка вот успела насеять, там яйца есть. Поэтому, ну что, это еще долго, это еще почти целый месяц придется ее здесь держать, пока расплод выйдет. И здесь сколько расплода, вот видно, закрытого расплода пока выйдет. И то же самое там ниже, где были свободные ячейки, маточка набросала яиц. Поэтому сейчас ее убирать нельзя. Так, ну наша задача теперь вот здесь этих пчелок, вот сколько их там. Надо загнать всех туда, чтобы поставить сплошную перегородку. Сейчас я их немножко дымом, подогнать их дымом туда. И... таким еще перышком будем подгонять их. Что-то поторопились они. Времени у нас особо нету их ждать, чтобы пока они сами туда. Надо подгонять их туда. Оставлять их здесь нельзя, потому что тут будет другая семья и будет драка. То есть они все должны туда, на ту половинку зайти. Так, следующий шаг. Устанавливаем сплошную перегородку. У меня там снизу немножко неровный улей, поэтому я вот такую вот прокладочку изготовил из холстика. И надо так, чтобы, конечно, чтобы тут абсолютно плотно было. Ну, я вот по центру приблизительно рассчитал, где будет центр у меня. Вот. И теперь надо установить очень плотно эту перегородку сплошную. Но это не так просто, потому что тут, конечно, надо немножко голову поморочить. Но это очень важно, потому что от этого зависит, как будут зимовать две семьи, не соединятся ли они потом в процессе зимовки. Так, ну вроде там плотно. И вот здесь еще сверху. Так, и вот здесь у меня теперь, вот здесь получаются такие проходы. Надо их тоже чем-то заделать. Ну вот я взял холстик. И попробую таким холстиком вот с одной стороны так плотненько вставить. Вот так будет у меня. И вот с другой стороны то же самое. Вот это чем как бы не хочется голову морочить, чтобы зимовало две семьи в одном уле. Из-за вот этих всех манипуляций движений. Что надо очень тщательно все ходы поперекрывать. Вот, это одно. И второе, тут мало места будет для вот этих дальнейших всех манипуляций. Вот, поэтому как бы
не очень удобно. Но ничего, будем надеяться, что перекрыли. Теперь, что здесь остается? Еще раз, 6 рамочек у меня, вот это медовых, которая пойдет клуб зимовать в зиму. Но вот это, ее надо поставить последней, теперь уже с той стороны, чтобы ее потом убрать. Легко можно было. Поэтому опять же вот делаем эти манипуляции. Не очень, опять же, оно хорошо, но ну и ничего не сделаешь. Это надо как-то надо делать. Так, ну что, попробуем мы ее, может быть, вот сюда пока поставить. Пусть постоит здесь, потому что здесь она нам будет по-любому мешать. Ну и смотрим, какие пойдут в зиму у нас рамочки. Вот эту первую желательно полностью медовую ставить, потому что с той стороны клуб будет прижиматься к теплой заставной. Вот такая полностью медовая. Ну и тут есть немножко пустых ячеек. Здесь клуб и будет собираться вот в самом низу. С этой стороны и вот с этой стороны такая рамочка. Вот отличная она для зимовки. Ставим ее первой от этой теплой заставной. Так, есть. Ну, посмотрим, какие тут дальше у меня рамочки стоят. Вот то же самое. Вот такая рамочка. Тоже почти полностью медовая. Так, идем дальше. Сейчас, может быть, мы даже некоторые там поменяем местами. Сейчас посмотрим. Так, тут маточка. Так, что здесь? Здесь то же самое, полностью медовая. Ну, вот здесь есть место для клуба. Отлично. Так. Смотрим дальше. Так, немножко дымом. Пчелки волнуются. Так, смотрим здесь. Вот такая рамочка. То же самое. Хорошая, нормальная. Здесь можно есть где клубу собираться внизу. И вот. Так, есть. Хорошая рамочка. Смотрим дальше. Так, эта рамочка что собой представляет? То же самое. Тут светленькая рамочка. Тоже есть место для клуба. И такая медовая. Запечатанный мед. Так, с двух сторон. Отличная рамочка для зимовки. Так, и последняя будет. Смотрим. Так, смотрим. Ну, то же самое. Вот здесь место есть для клуба, где будет собираться. И здесь мед. Так, с этой стороны то же самое. Отличная рамочка. Так, но теперь, поскольку здесь расплод, чтобы расплод не застыл, не ставить ее последней, я ее здесь поставлю предпоследней, чтобы пчелки ее грели, чтобы нормально обогрели, выгрели расплод. Ну, яйца, я говорю, много-много яиц. Ну, что сделаешь? Вот такое, конечно, немножко нехорошо. Ну, маточка в клеточке. Через неделю мы ее выпустим. Вот. А эту рамочку, когда выйдет уже расплод, который сейчас еще яйца, вот тогда мы это все уберем. И вот так вот эту рамочку потом подвинем сюда. Вот будет 6 рамочек для зимовки. Но тут такой вопрос. Значит, есть у меня одна заставная. Пока есть. Если бы не было заставной, то в принципе можно было бы попробовать даже без заставной. Ну, заставная есть, все. И вот такой карман будет это для вентиляции. Все. Значит, что делаем дальше? Маточку возвращаем назад. Будем надеяться, что пчелки ее не захотят сменить. Там где-то она с меточкой. Вон, зелененькая меточка, вон она есть, маточка. Ну ничего, пчелки волнуются, конечно, нехорошо. Мамку в клетку посадили, но а что сделаешь? Червить ей уже поздно сеять уже. Вот, поскольку по-другому мы не можем это дело, то придется ей недельку посидеть в клеточке. Так, вот так. Есть. Такое дело, ставим полоски.
ставим полоски. И все, и закрываем. Теперь наша задача плотненько тут, чтобы не было соединения у них, двух отделений. Так, вот я подготовил свежий холстик такой, приблизительно пополам, вот так положим его, приблизительно половинку, так, и туда, за заставную, туда завернем. Так, раз. И вот такой холстик будет дополнительно. Так, то же самое посередине. Тут главное, чтобы не было прохода у них. Тут вплоть до того, что чем-то можно будет придавить еще сверху, чтобы они не смогли поднять. Они обычно прополис туда носят и чуть-чуть могут поднять. Так, все, заворачиваем сюда. Вот. Заворачиваем. И теперь переселяем вторую семью. Для того, чтобы переселить вторую семью, первое, что мы делаем, ящик этот мы забираем в сторону, чтобы они, когда прилетали, уже попадали туда, в ту половинку. И надо открыть литки. Сразу я открываю литки здесь. Вот я покажу, открою литки. Вот нижний открою и этот открою. И когда я ящик заберу, пчелки прилетят, они уже будут туда залетать, те литки. Убираем и подставку, чтобы они не видели. Так, все, открываем. Ну и пробуем теперь, что у нас здесь будет. Так, пчелок можно сразу сюда струшивать. Так, ну и смотрим, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Но, значит, я смотрел, тут по центру то же самое. Маточка еще червила, я ее посадил вот в клеточку. Вот, где-то 2-3 рамки мы отсюда тоже заберем. Вот. Ну и сейчас будем семью переселять. Ну что, переселяем по одной рамочке и смотрим то же самое. Значит, вот это первая от заставной, заставная теплая, должна быть полностью медовая рамочка. Ну вот смотрим вот эту, крайняя. Ну вот такая медовая. Мед, ну, не знаю, дай бог, чтобы он тут не застыл, конечно, но ну, так, меда тут достаточно. Вот это, а вот этой стороной будет стоять заставной. Тут немножко открытого меда, медик есть. То есть, в принципе, достаточно. Хорошая рамочка. Ставим ее. Заставной. Так, вторая рамочка. Смотрим, что здесь. Вот, тоже хорошая рамочка такая. Тут открытый медок снизу. Это выводился расплод, последний выходил. Вот, и для ложа им как раз то, что надо. Хорошая рамочка. Ставим. Так, смотрим, что дальше. Так, здесь что за рамочка? Ну, то же самое, открытый мед снизу. Есть место, где пчелкам клуб формировать. Отличная рамочка. Отличная рамочка. Ставим. Третья. Ну, еще 3. Вот эти, наверное, последние. Ну, сейчас будем смотреть. А эти, может быть, даже мы будем убирать. И тогда их ближе. Сейчас посмотрим. Так, что? Ну, это тоже, в принципе, хорошая рамочка. Можно оставлять. Здесь пустые соты внизу. И здесь с открытым медом. Рамочка больше половины. Это почти до конца. Вот сколько меда здесь. Так что не, эту тоже оставляем рамочку. Хорошая рамочка. Четвертая. Так, здесь маточку надо. Так.
дымом. Так, маточка. Мы ее сразу заберем туда. Вот они как пытаются вытащить ее оттуда. Грызут клетку всякими путями. Ну, пытаются маточку освободить. Ну, конечно, ну, ничего не сделаешь. Приходится так поступать. Иначе она, остановить ее, червить по-другому не получается. Поэтому только так. Так, смотрим. Значит, там 4 рамочки. 5-я рамочка. 5-я. Вот 5-я, по-моему, это да, с расплодом, и она легенькая. Чувствуется легенькая. Ну, тут выходящий вот расплод. И тут они немножко наносили мед. Немножко складывают. Ну, тут выходит расплод. Все, мы ее последнюю ставим и будем убирать потом. После выхода расплода мы ее уберем. Так. Тут что? О, это тоже пустая. Это тоже пустая. И смотрим, что здесь. Вот здесь я смотрю где-то яйца и уже маленькие червячки. То есть это то, что успела маточка сюда, расплод вышел, и она успела сюда засеять. Вот здесь выходит расплод, видно выходящий расплод. Поэтому вот эту, наверное, предпоследней поставим. И когда выйдет расплод, мы ее заберем. Так, и остается 2. Здесь 4, и эти 2, это то, что пойдет, я думаю, в зимовку. Так, смотрим. Да. Вот для центра клуба отличная рамочка. Тут вот медок, открытый мед. Вот есть полосочка, где собраться к клубу, есть пустые соты. Отличная для зимовки. Так. Так, остается еще одна рамочка. Сейчас смотрим. Вот это, наверное, она должна быть у нас последней там. Если она медовая, да. Хорошо, медовая. Тут немножко перги внизу есть. А это ничего страшного. А с этой стороны вот открытая. Открытая такая. Ну, а это и хорошо. Последнюю поставим. В принципе, будет нормально. Все, вот это последнее будет. Пойдет в зиму. Так, сейчас мы их чуть-чуть подождем. Так, ну и вот эти 2, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет клуб здесь зимовать. И вот эти 2 с расплодом мы заберем. А пока что оставляем им тут маточку. Вот. Так, тут, наверное, придется ее плохо. Мед там сильно выпирает. Ну, можем ее тут в самом конце поставить. Так, сейчас. Хочется и поплотнее, конечно, чтобы им тепло было. Не сильно расширять. А с другой стороны, надо, чтобы клеточка поместилась туда. Наплывы там медовые такие. Так. Сейчас прижмем, и тут тогда плотнее. Ну все, вот все. Так, ставим перегородку. Ставим перегородку. Вот такая есть перегородочка. Ну, конечно, тут потом, когда эти 2 уберем, здесь перегородку подвинем сюда, и для зимовки уже будет тут колодец для вентиляции. Так, ну и остальных теперь надо. Главное, чтобы пчелки тут не остались, надо будет остальных спустить сюда. Ну и этих сейчас повыгоняем. Ну, это такая процедура не очень, конечно, не очень удобно с ящика их выгонять. Ну, приходится вот так вот их. Я сейчас попробую по-другому. Вот так. Ну все, практически все.
ищут. Они сейчас в шоке, не знают, где их. Домик их забрали, они не поймут. Не поймут, куда лететь. Но ничего, со временем освоятся. Так. И сюда. Так. Этих пчелок надо тоже выгонять остальных, чтобы они улетали отсюда. Все, ящик убираем. И здесь теперь задача плотненько надо закрыть. Вот самое главное, чтобы вот здесь не было прохода между этими семьями. Вот, зашумели. Ну, во-первых, у них и маточка в клеточке. Они чувствуют, что что-то не то. И домик другой у них. Ну, вот так вот сейчас. Главная задача тут перекрыть, чтобы не было щелей. Так, раз. И вторым холстиком сверху. Сейчас перекроем. Плотненько. Ну все, теперь зимой будем наблюдать за этим ульем, как проходит зимовка двух семей, ну небольших, скажем так, средних семей в одном улье. Какие там сложности будут, как перезимуют и потом какое будет у них весеннее развитие, что будем делать с ними дальше. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока! Вот мы ящик отсюда убрали, а пчелки прилетают и вот кружат возле меня. Они помнят, что последний здесь был я. Значит, я как-то причастен к исчезновению ихнего домика. Вот они меня пытаются спросить, а где наш домик делся? Вот кружатся. Ну, и смотрим, они уже осваивают теперь свое новое жилище, вентилируют. Вот, в принципе, запах оттуда идет, запах семьи, запах маточки их. И со временем они тут покружат и поймут, что вот это их уже теперь новое жилье.